Сегодня армянский мир стоит перед очередной угрозой. Азербайджан открыто угрожает нам войной, а Россия и Турция молча поддерживают это, стремясь решить вопрос логистики проекта «Туран». Мы живем в мире, где правил нет, царят законы хаоса. Но наш враг также действует в этих рамках и не может предвидеть все. Это убеждает врагов в том, что они могут делать все, что хотят. Однако и у нашего противника не все гладко. Я уже упоминал о сигналах, которые поступают из Израиля в Баку. Сегодня хочу напомнить об одном историческом факте. В 2016 году, во время попытки военного переворота в Турции, президентом США был Дональд Трамп, который согласился на возможность смены власти в Турции. И хотя нынешний Трамп кажется другим, это все же человек, пришедший с повесткой миротворца. Появляются слухи, что проармянские члены команды Трампа сумели донести до него важность нашего региона. У нас снова появляется шанс. Важнее всего сейчас то, как мы используем этот шанс. Америка или кто-либо другой не решат за нас наши проблемы. Если мы как общество, наш Ашхаразор и, наконец, наша армия, не возьмем себя в руки и не докажем прежде всего себе, что мы хозяева нашей земли, в нас не поверят. Друзья, у Армении есть шанс на светлое будущее. Судьба вновь благосклонна к нам, но мы должны объединиться. Возвращайтесь домой. Нам нужно навести порядок и показать всему миру, что мы – цивилизация. Битва за свободную Армению. Тигран Гзмалян – один из немногих, кто взял на себя ответственность за евроинтеграцию Армении. Многие желали этого, но действовать решился только он. Агенты Кремля в Армении, пропаганда в России и Азербайджане демонизируют его, потому что он для них опасен. Если Армения станет частью ЕС, это вызовет внутренний взрыв в Азербайджане. Люди увидят, что можно жить по-другому. Но главный страх Баку – это растущая поддержка Армении со стороны США и Европы. Любая агрессия против нас теперь означает конфликт не только с Арменией, но и с ее союзниками. У Азербайджана стремительно исчезают рычаги давления, и диктатуре Алиева приходит конец. После референдума о вступлении в ЕС геополитическая картина вокруг Армении изменится до неузнаваемости. Это решение народа переложит всю ответственность на Европу, и Брюссель уже не сможет игнорировать волю армян, христианскую Армению. После этого референдума курс на Запад станет необратимым. Армения движется вперед, и чем сильнее ее пытаются остановить, тем очевиднее, что мы на правильном пути. Евроинтеграция – это не просто политика, это судьба страны, и никто нас не сможет остановить. Когда Азербайджан вторгся на нашу территорию, Москва в лице ОДКБ и Кремля просто отвернулась. Что-то там сидело типа изучало. Вместо того, чтобы защитить союзника, как это было бы в любом нормальном альянсе, Россия тихо сидела в стороне, оправдывая молчание. И это не ошибка, это политика. Весь этот союз с Россией оказался пустыми словами. Жаль, что армянский народ только сейчас это начал понимать. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Путин давно еще в душе признал Арцах частью Азербайджана. Более того, он это сделал первым после Алиева. Как после этого можно говорить о доверии? Как можно продолжать сидеть на шее у тех, кто, не задумываясь, готов продать тебя ради своих интересов? Но самое главное, если кому-то в Армении все еще нравится быть продажным и сидеть под Москвой, им стоит вспомнить, как Армения заплатила за это доверие. Мы заплатили слишком высокую цену, но теперь время пришло расплатиться за лживые обещания и фальшивое братство. Будущее Армении не в Москве, и никогда там быть не могло. Оно в армянской свободе и независимости. Слишком много лет, даже столетий нас держали в плену чужих амбиций. Сейчас мы сами выбираем свой путь, и это не тот, который нам навязывали. Никаких больше путинских союзников и посредников. Армения больше не разменная монета. И с каждым днем все больше радует, что у нас нет общей границы с Россией. Лицемерие в чистом виде. Баку плачет, что Армения вооружается. А чего вы ожидали? После 44-дневной войны Армения сделала выводы. Теперь мы не будем сидеть сложа руки, ожидая посредничества третьих стран. Ну, вы поняли, о ком я. Военный бюджет почти утроился.
с 600 миллионов долларов в 2021 году до 1 миллиарда 600 миллионов в 2024, и он будет расти. Он будет расти с каждым годом, пока не достигнет возможного максимума. Причем теперь это не просто закупки, а приобретение наступательных систем, способных наносить удары по военным объектам противника. Алиеву, конечно, дико неприятно, аж кушать не может. И однажды он сел и подумал: если Армения не нужна России, то она не нужна никому. Но так мог подумать только Алиев. Оказалось, что Армения нужна. И США, и Франции, и Индии, странам, которые готовы поддерживать нас не на словах, а на деле. Этот факт рушит иллюзии двух диктаторов. Ален Симонян говорит о суверенитете, который нельзя отделить от безопасности. Думаю, что азербайджанская сторона понимает, что независимость Армении, будущее суверенитета Армении и будущее суверенитета Азербайджана – эти вопросы взаимосвязаны. Прозрачный намек, а если точнее, прямой в лоб. Безопасность обеспечивается не надеждами, а реальной силой. Я говорил и буду говорить. В мире изменились правила выживания стран. Если вы хотите, чтобы ваша страна не просто существовала на грани потери независимости, а процветала, нужна сильная и развитая армия, которая в любую минуту сможет отразить все угрозы и нанести ответный удар. А чтобы содержать такую армию, нужна сильная экономика. Тем временем Баку жалуется, но сам уничтожает населенные пункты Арцаха под ноль. Последний случай – село Мариамадзор в Говоре Гадрут. Там не осталось ничего. Они просто стирают с лица земли все, что напоминает об армянском присутствии. Но кто-то все еще верит в их миролюбие. И в конце очень важный момент, который не нужно пропускать мимо ушей. Разногласия Москвы и Баку вокруг Русского дома – это всего лишь отвлекающий маневр. Пока в СМИ обсуждают дипломатический конфликт между Россией и Азербайджаном из-за закрытия Русского дома в Баку, настоящая игра разворачивается в другом месте. Главная цель – открыть Зангезурский коридор. План прост. Первое. Азербайджан начинает военную агрессию против Армении, создавая хаос и оправдывая свои действия историческими претензиями. Второе. Россия использует ситуацию как предлог для ввода миротворцев в Сюник, якобы для стабилизации. Третье. В результате Москва получает контроль над Зангезурским коридором, а Баку – стратегический маршрут, связывающий Азербайджан с Нахидживаном. Все эти разногласия – просто дымовая завеса. Россия и Азербайджан действуют заодно, преследуя свои геополитические интересы. Армении нужно быть готовой и не вестись на этот спектакль. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.